«А вот и твой папа. Иди поздоровайся». Эти слова сказали ему возле школы, когда к дорогой белой машине подошел настоящий владелец. Несколько ребят засмеялись, а он стоял молча, потому что до этого почти год уверял всех, что эта машина принадлежит его отцу. Но самое страшное было не в том, что его поймали на лжи. Самое страшное было в том, почему он вообще начал врать. Он рос без отца и с детства пытался придумать себе того, кого ему так не хватало. Он говорил, что отец занят, что он важный человек, что у него хорошая работа, что однажды он приедет, что у него есть дорогая машина. Кто-то верил, кто-то сомневался, кто-то смеялся, но почти никто тогда не понимал главного. Он врал не потому, что был плохим, не потому, что хотел казаться лучше других, и не потому, что ему нравилось обманывать. Он врал, потому что ему было больно, потому что у всех вокруг был отец, а у него только пустое место, которое он пытался заполнить словами. Его родители развелись, когда он был еще маленьким. После этого он рос с матерью, младшей сестрой, бабушкой и дедушкой. Они жили в обычной трехкомнатной квартире на 2-м этаже пятиэтажного дома. В доме всегда кто-то был. Мать, сестра, бабушка, дедушка. Снаружи это выглядело как большая семья. На кухне звучали разговоры. В комнатах лежали книги, старые вещи, картины. Бабушка и дедушка были художниками, поэтому в доме было что-то особенное. Запах красок, бумаги, холстов, тишина творческих людей. Но даже в доме, полном родных, ребенок может чувствовать пустоту. Потому что иногда не хватает не всех сразу. Иногда не хватает одного человека. Отца. Его отец не исчез из мира. Он где-то был. Жил своей жизнью, существовал. Но для ребенка этого было мало. Потому что отец – это не просто человек, который где-то есть. Отец – это тот, кто рядом. Кто приходит. Кто спрашивает, кто держит за руку. Кто появляется не только в разговорах, а в жизни. А в его жизни отца почти не было. Дедушка был для него больше, чем просто дедушкой. Он был тем человеком, который пытался закрыть собой пустое место отца. Он растил его, учил жизни, объяснял, как быть сильным, но не жестоким, как уважать людей, как не сдаваться, как держаться, даже когда внутри тяжело. Когда мальчик был маленьким, он часто смотрел, как дедушка рисует. Дед мог молчать часами, медленно водя кистью по холсту. Но когда говорил, его слова запоминались. Можно представить один из таких вечеров. Мальчик сидит рядом, смотрит на краски, потом тихо спрашивает: «Деда, а почему у других папы рядом, а у меня нет?» Дедушка останавливает кисть, не отвечает сразу, потому что есть вопросы, на которые взрослым больно отвечать. Иногда взрослые делают ошибки, сынок, но это не значит, что ребенок в чем-то виноват. Мальчик опускает глаза. А если он не приходит, значит, я ему не нужен? Дедушка поворачивается к нему. Нет, никогда так не думай. Если взрослый не пришел, это говорит о нем, не о тебе. Пауза. А кто тогда меня научит быть мужчиной? Дедушка смотрит на него мягко, но серьезно. Я буду учить, пока смогу. А потом жизнь продолжит. Главное, не становись таким человеком, из-за которого дети потом задают такие вопросы. Возможно, тогда мальчик не понял этих слов до конца. Но такие фразы остаются внутри надолго. Иногда на всю жизнь. В школе его боль стала заметнее. Не потому, что кто-то специально хотел его ранить. Просто дети часто говорят о том, что для них важно. После уроков ребята собирались во дворе, возле школы или в парке неподалеку. Они говорили об играх, о телефонах, о велосипедах, о кроссовках, о том, кто куда ездил на выходных, и часто об отцах. Мой папа вчера новый телефон купил, а мой обещал на рыбалку отвезти, а мой работает начальником, а мой сказал, если хорошо закончу четверть, купит мне велосипед. Он слушал и молчал, потому что ему нечего было сказать. А потом однажды кто-то спросил: «А твой отец кем работает?» Вопрос был простой, но для него он прозвучал как удар. Он мог сказать правду.
Мог сказать: «Я не знаю». Мог сказать: «Он не живет с нами». Мог сказать: «Мы почти не общаемся». Но ребенку трудно произнести правду, когда эта правда делает его не таким, как все. И он соврал. Он далеко работает. Где? В другом городе. А почему не приезжает? Он занят. А подарки присылает? Он замялся. Да. Просто я не все показываю. Так все и началось. Не с большого обмана, не с плохого характера, а с маленькой детской попытки не выглядеть хуже других. Его мать старалась как могла. Она не была виновата в том, что отец исчез из жизни сына. Она растила 2 детей, жила с родителями, держала дом, заботилась о семье. Но как бы сильно мать ни старалась, она не могла полностью заменить отца. Однажды она услышала, что сын снова рассказывал во дворе об отце. Говорил, что он скоро приедет, что он занят, что у него дела. Вечером она попыталась поговорить с ним. «Мне сказали, ты опять говорил ребятам про отца». Он сразу напрягся. «И что? Ты сказал, что он скоро приедет?» «Ну и что? Может, приедет». Мать посмотрела на него с усталой болью. «Ты же знаешь, что это неправда». Он резко ответил: «А что мне говорить? Что у меня его нет? Чтобы они смеялись. У тебя есть семья». И тогда он сказал фразу, которая, возможно, ранила ее сильнее, чем крик. «Но у них есть отец». Мать замолчала. «Я стараюсь, как могу». Он отвел взгляд. «Я знаю. Но ты не папа». Он не хотел причинить ей боль. Но детская боль редко выбирает мягкие слова. Он ушел в комнату. А она осталась одна, с чувством вины за то, в чем, возможно, не была виновата. Дедушка заметил, что между матерью и сыном что-то произошло. Позже он позвал мальчика к себе. В комнате были картины, кисти, запах краски. То самое место, где ему всегда становилось немного спокойнее. Мать сегодня плакала. Мальчик отвернулся. Я ничего такого не сказал. Иногда ничего такого ранит сильнее крика. Я просто сказал правду. Дед посмотрел на него строго, но без злости. Правду можно сказать так, что человек поймет. А можно так, что он всю ночь не уснет. Мальчик молчал. Потом вдруг спросил: «Деда, а почему она не заставила его остаться?» Дед тяжело вздохнул. «Нельзя заставить человека быть отцом». «Почему?» «Потому что отцом становится не по документам. Отцом становится каждый день. Поступками». «Тогда почему он не стал?» Дед не ответил сразу. «На этот вопрос должен отвечать он. Не ты и не твоя мать». Эти слова были важны, потому что дети часто винят не того, иногда мать, иногда себя, иногда весь мир. Но ребенок не должен нести ответственность за выбор взрослого человека. С годами ложь становилась больше. Сначала отец просто работал далеко, потом у него появилась важная работа, потом деньги, потом связи, потом красивая жизнь. Он уже не просто отвечал на вопросы, он сам начинал рассказывать. Наверное, потому что хотел, чтобы хоть кто-то поверил. А может быть, потому что сам хотел поверить. Ложь стала для него не просто привычкой. Она стала маской. Он врал, чтобы не быть слабым. Врал, чтобы не выглядеть брошенным. Врал, чтобы его не жалели. Врал, чтобы не слышать этот неприятный вопрос. «А где твой отец?» И чем старше он становился, тем сложнее было остановиться. Потому что маленькую ложь еще можно признать. А большая ложь уже требует новой лжи, чтобы не рухнуть. Однажды после школы он шел вместе с другом и сказал: «Мне надо кое-куда зайти. Пойдешь со мной?» «Куда?» «Недалеко. К дому отца». Друг удивился, но пошел рядом. Когда они подошли к дому, герой стал немного тише. Он будто хотел выглядеть спокойным, но внутри был напряжен. У самого подъезда он остановился. «Ты подожди здесь. Я с тобой не пойду?» «Нет. Я быстро». «Ты к отцу?» Он на секунду замялся. «Да. Но если он дома...» Друг остался ждать во дворе. Через несколько минут герой вернулся. «Ну что?» «Нормально. Видел отца.
Он быстро отвел взгляд. «Нет, он занят был. Я к бабушке зашел. А почему меня не взял? Там неудобно было. Потом как-нибудь». Друг ничего не сказал. В тот момент он, возможно, не понял всей правды, но почувствовал главное. В этой истории было что-то болезненное, что-то, о чем герой не хотел говорить прямо. Это была не просто ложь ради лжи. Это была попытка удержать лицо там, где ему самому было стыдно и больно. Он не хотел полностью обманывать, но и полностью открыться не мог. Возможно, ему хотелось показать: отец не выдумка. Он где-то есть, у него есть дом, есть адрес, есть другая жизнь. Но одновременно он не хотел впускать друга за эту дверь, потому что за ней была не просто чужая квартира, за ней была часть его жизни, где он сам чувствовал себя чужим. История с белой машиной произошла, когда ему было примерно от 15 до 17 лет. Возле школы был парк, где ребята часто собирались после уроков. Неподалеку почти всегда стояла новая дорогая белая машина. Она выглядела так, как в детских мечтах выглядит машина успешного отца. Для других это была просто чужая машина. Для него – возможность на несколько секунд почувствовать себя таким, как все. Однажды он сказал: «Это машина моего отца». Кто-то поверил, кто-то усомнился, но история зацепилась. После этого он стал повторять это все чаще. «Видите ту белую машину? Это отца. Он иногда оставляет ее здесь. У него дела рядом. Он занятой человек». Возможно, чем чаще он это говорил, тем сильнее сам хотел в это поверить. Потому что ложь иногда начинается как защита, а потом становится миром, в котором человеку легче жить. История с белой машиной длилась недолго, может быть, меньше года, но именно она стала моментом, после которого все изменилось. Однажды после уроков ребята снова собрались у парка. Белая машина стояла неподалеку. Один из одноклассников спросил: «Это опять та машина?» Он ответил уверенно: «Да, я же говорил, это машина моего отца». Другой усмехнулся: «А почему он никогда тебя не забирает?» «Потому что занят. Очень занятой отец. Машина рядом, сын рядом, а он даже не выходит». Кто-то засмеялся. Он сделал вид, что не услышал. «У него дела. Вы просто не понимаете». «Конечно. Очень важный человек». И в этот момент к машине подошел мужчина. Настоящий владелец. Он спокойно открыл дверь, сел за руль. На несколько секунд все замолчали. Потом один из ребят ухмыльнулся и сказал: «О, смотри, а вот и твой папа». Другой добавил: «Иди поздоровайся, чего стоишь?» Кто-то засмеялся, а потом прозвучала фраза, которая была особенно болезненной: «Или он тебя не узнает». Он молчал. В этот момент можно было придумать новую ложь. Сказать, что это водитель, что отец дал машину знакомому, что отец просто не хочет выходить, что все не так, как они думают. Но иногда ложь рушится негромко. Она просто перестает держать человека. В тот день он не защищал машину. Он защищал свою мечту о том, что отец все-таки где-то рядом. И эта мечта рухнула у всех на глазах. После истории с машиной к нему стали относиться иначе. Не сразу. Не все. Но доверие начало исчезать. Кто-то больше не воспринимал его слова всерьез. Кто-то начал проверять каждую историю, кто-то говорил: «Да ладно, опять врешь». Даже когда он говорил правду, ему уже верили меньше. И это была еще одна боль. Потому что человек, который долго прячется за ложью, однажды сталкивается с самым страшным. Он говорит правду, но люди уже слышат в его голосе прежние обманы. Один из друзей после той сцены попытался поговорить с ним. «Зачем ты сказал, что это машина твоего отца?» Он резко ответил: «Потому что это его машина». «Но ты же видел, что к ней сел другой человек? Может, это его знакомый? Может, он дал ему машину? Ты откуда знаешь?» «Я не знаю. Но каждый раз, когда кто-то спрашивает про твоего отца, ты начинаешь говорить все больше и больше. Тебе-то что? Мне ничего. Просто потом над тобой смеются. Пусть смеются.
Ты же сам знаешь, что тебе больно». Он резко посмотрел на друга. «Не говори так, будто ты все понимаешь». «Я и не говорю, что понимаю. Я просто вижу, что ты сам себя загоняешь. Лучше бы ты молчал». Я и так много раз молчал. После этих слов они оба замолчали. Иногда дружба в детстве – это неумение все объяснить. Иногда это просто идти рядом, даже когда не знаешь, что сказать. Вечером он пришел домой мрачный. Мать сразу поняла, что что-то случилось. Матери часто чувствуют такие вещи, даже когда дети молчат. Что случилось? Ничего. Я вижу, что не ничего. Просто оставь меня. Тебя кто-то обидел? Он молчал. Это из-за отца? Он резко поднял глаза. Не называй его так. Мать замерла. Как? Отцом. Он мне никто. Пауза. Мать тихо сказала. Прости. Он не ожидал этого. За что? За то, что тебе пришлось расти с этой пустотой. Он отвернулся. Ты не виновата? Может, не виновата? Но больно все равно тебе. В этом разговоре не было крика. Но иногда тихие разговоры тяжелее ссор, потому что в них звучит правда. Когда ему было 19 лет, он потерял дедушку. Для кого-то это была смерть пожилого человека. Для него потеря того, кто всю жизнь закрывал собой место отца. Дед был рядом с детства. Дед учил, дед воспитывал, дед мог быть строгим. Дед мог молчать рядом, когда слов не хватало. Он был тем человеком, благодаря которому мальчик не потерялся окончательно. Но когда дедушки не стало, внутри снова образовалась пустота. Только теперь он был уже не маленьким ребенком. Перед этим мог быть разговор, который он запомнил на всю жизнь. Дед был уже слабее, голос тише, но взгляд все еще сильный. Ты вырос, но в глазах все еще тот мальчик. Какой? Который ждет, что кто-то придет и объяснит, почему его оставили. Он молчал, потом сказал: «Я устал злиться». Дед ответил: «Тогда перестань жить так, будто должен кому-то доказать, что ты не хуже». «А если я правда хуже?» Дед посмотрел на него строго. «Не говори так. Человека делает сильным не то, кто его отец, а то, каким он сам станет». Пауза. «Запомни одну вещь. Если однажды у тебя будут дети, будь рядом. Не идеальным будь. Рядом будь». Эти слова стали для него чем-то большим, чем совет. Они стали обещанием, которое он когда-нибудь даст самому себе. После смерти деда ему стало еще тяжелее. Он потерял не просто близкого человека, он потерял того, кто мог сказать правильные слова тогда, когда остальные молчали. Дед был его опорой, его примером, его защитой от полной пустоты. И когда этой опоры не стало, все, что он долго держал внутри, словно стало тяжелее. Он мог улыбаться, мог шутить, мог казаться обычным парнем. Но внутри у него все еще жил тот мальчик, который когда-то стоял у белой машины и молчал, пока над ним смеялись. Ложь не исчезла сразу. Она уже стала привычкой. Иногда он говорил неправду там, где это было совсем не нужно. Иногда преувеличивал. Иногда пытался казаться увереннее, сильнее, успешнее. Не потому, что хотел кому-то зла, а потому, что очень долго не умел быть просто собой. Потом началась взрослая жизнь. Университет. Новые люди, новые разговоры, новые попытки начать все сначала. Но старые привычки не исчезают просто потому, что человек стал старше. Он все еще иногда прятался за словами, потому что ложь, которая в детстве была защитой, во взрослом возрасте стала автоматической реакцией. Но все начало меняться, когда он встретил девушку, которая позже стала его женой. Она не изменила его за один день. Так не бывает. Но она увидела то, что многие не видели. Не просто ложь, а страх, который стоял за ней. Однажды они гуляли после занятий, и она спросила: «Можно я спрошу прямо?» «Спрашивай. Почему ты иногда говоришь неправду, даже когда в этом нет смысла?» Он сделал вид, что не понял. «О чем ты?» «О мелочах. Где был? С кем говорил? Что у тебя все хорошо? Ты говоришь так, будто боишься, что правда сделает тебя слабым». Он раздраженно усмехнулся. «Ты психологом решила стать?» Она спокойно ответила:
Нет, я просто хочу знать настоящего тебя, а не того, кого ты каждый раз придумываешь. Эта фраза попала точно туда, где болела. Он не ответил. Она продолжила. Я не уйду, если ты скажешь правду. Но я не смогу остаться, если ты все время будешь прятаться за ложью. Для него это было непривычно. Обычно люди либо верили, либо смеялись, либо раздражались. А она просто хотела увидеть настоящего человека. Невыдуманного. Не сильного только на словах. Не того, у кого все идеально, а настоящего. Позже он впервые рассказал ей о себе честно. Без красивых историй, без белых машин, без слов «он занят», «он приедет», «он просто далеко». Они сидели вечером, может быть, в парке, может быть, во дворе университета, может быть, просто на скамейке, где людям иногда легче говорить правду. Он сказал: «Я в детстве врал про отца». Она молчала и не перебивала. Говорил, что он богатый, что у него машина, что он занят, но любит меня, что он где-то рядом. Он сделал паузу. А на самом деле, я просто не знал, что говорить, когда у всех был отец, а у меня нет. Она тихо спросила: «Ты стыдился?» Он кивнул. «Да, хотя сейчас понимаю, что стыдиться должен был не я». Она сказала: «Маленький ребенок не должен был нести этот стыд». Он впервые не стал спорить. Потом признался: «Я боюсь стать таким же». Она посмотрела на него внимательно. «Значит, уже не станешь». «Почему?» «Потому что ты боишься причинить такую же боль. А человек, которому все равно, об этом не думает». Возможно, именно тогда он впервые понял. Человек не обязан всю жизнь оставаться тем, кем его сделала боль. Сегодня он уже не тот мальчик у белой машины. Он женат, у него 2 прекрасных детей, его жизнь наладилась. Конечно, рана от отсутствия отца, возможно, осталась. Такие вещи редко исчезают полностью, они просто перестают управлять человеком, если он находит в себе силы посмотреть на них честно. Теперь он сам отец. И, наверное, именно это стало для него самым большим испытанием и самым большим исцелением. Потому что теперь он каждый день видит то, чего когда-то не было у него. Ребенок зовет: «Папа!» И он откликается. Ребенок спрашивает: «Папа, ты завтра придешь?» Он на секунду замирает, потому что для кого-то это обычный вопрос, а для него напоминание о целом детстве. Он садится рядом и отвечает: «Конечно, приду». «Точно? Точно. Если я обещал, я буду». Для кого-то это простые слова, а для него клятва. Не быть идеальным, не быть самым богатым, не иметь самую дорогую машину, а просто быть рядом. Он так и не смог полностью забыть, каково это – расти без отца. Каково это – слушать, как другие дети рассказывают о папах. Каково это – молчать, когда тебе нечего сказать. Каково это – придумывать истории, чтобы не чувствовать себя хуже. Каково это – смотреть на чужую белую машину и на секунду верить, что она могла бы быть частью твоей жизни. Но теперь он сам отец. И он сделает все возможное, чтобы его дети никогда не придумывали истории о нем. Чтобы они не говорили друзьям: «Мой папа занят», «Мой папа далеко», «Мой папа скоро придет». А могли просто сказать: «Мой папа рядом». Когда взрослые разводятся, им кажется, что они уходят от своих проблем. Но иногда эти проблемы не исчезают. Они просто переезжают в сердце ребенка. И потом этот ребенок годами носит их с собой. В школе, во дворе, в дружбе, в любви, в своей будущей семье. Но эта история не только о боли, она еще и о выборе. О том, что человек может вырасти с раной, но не передать ее дальше. Может помнить, как его оставили, но самому не уйти. Может не получить отца в детстве, но стать настоящим отцом для своих детей. И, возможно, именно в этом его главная победа.